Обычно солдаты выигрывают сражения, а генералам достаются почести. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Alex General продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Коуджу Акава. Слева под бирюзовым цветом Фаргу, ядерный генерал Китая Тао. Справа под оранжевым цветом Лифтрак, танковый генерал Квай. Традиционно я попрошу вас поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Оказать материальную поддержку вы можете по ссылкам в описании. Всем огромное спасибо. Переносимся на карту Коуджу Акава. Достаточно новая карта с восполняемыми ресурсами. Да-да, вы не ослышались. Раз в 10 минут грузовой состав подвозит вам коробки с деньгами. Важно занять позиции рядом и добывать. Фаргу и Лифтрак — два очень сильных соперника и гарантированно выдают зрелищную игру. Итак, у нас с вами карта очень крутая. Два сильных участника и один победитель. Все как вы любите. Ну что ж, Фаргу уже отстроил один из своих военных заводов и дал старт в 3 ресурсных центра. Есть казарма, и побежали красногвардейцы под вышки. Вышек на карте достаточно много, нужно, естественно, их занимать. Ну и что касаемо Лифтрака, он пошел через Airfield. Я так полагаю, что мы будем ждать Хеликс, который будет контролировать ядерные батлмастеры. А вот как раз и он тот самый, который поехал по направлению к вышкам, по всей видимости, отменять захваты. Здесь есть, кстати, уже от Лифтрака бункер, и бежит ракетчик, который будет защищать эти самые вышки. На центре внизу также образовался здесь домик, ну он был, точнее, гражданское здание, в котором сейчас уже Фаргу расположился, поехал Гатлинг. Ну а справа первая стычка, внизу едет ядерный БМ, который пробивает один из дозеров и, возможно, даже успешно это сделает, и -1 дозер имеется. Ну а здесь Хеликс, который успевает второй дозер спасти, и ставится еще один ресурсный центр в аккурат с нефтеперерабатывающим заводом здесь рядом, который при захвате дает скидку на юниты. А дозеров как раз таки 3 у Лифтрака, то есть дозерхант как таковой здесь был не так уж и страшен, потому что было 3 дозера. Что ж, Хеликс есть также и второй, а здесь тем временем подъехал Гатлинг, который был уничтожен благодаря танку-дракону Лифтрака. Еще Гатлинг, следом второй, которые встали здесь на центральном проходе. Там Хеликсы, но они далеко, Гатлы до них не достает. Танк-дракон разжигает стену огня, есть лычка на этом драконе. Ну, понятно, у танкиста все, в принципе, юниты из военного завода лычкованные, гатлинги отступают. И на центре, кстати, мы видим с вами ремонтную мастерскую, которая будет делать ремонт вашим юнитам на всей территории карты. Ракетчик выходит из здания заранее, но танк-дракон с ним справляется, разжигается стена огня, здесь пост и 2 гатлинга, еще пост, ну это Лифтрак, Хеликсы и -1, выживает только Хеликс с пропагандой, и танк-дракон сверху здесь идет вперед, плюс Хеликс летит, он может немного подчинить этот самый драгон-танк, ну есть гатлинг, и Хеликс, по всей видимости, сейчас погибнет. Снизу тем временем пост, но ракетчики от Фаргу, и пост вскрывается. Хеликс, до свидания, но подлетает Хеликс с ракетчиками, которые Гатлинг закрывает. Танк-дракон разжигает стену огня. Распродается военный завод, но там Гатлинг, который продолжает стрелять, несмотря на стену огня. Но Хеликс все-таки выживает. Военный завод распродается, минус пропаганда, минус дозер, разжигает стена огня уже на вышку, и вышка, по всей видимости, сейчас у Фарга погибнет. Высадился Хеликс заранее, а там Гатлинг. Причем с двух сторон стоят гатлы, можно расправляться с пехотой, но пехота пока живет, хотя с потерями. Ну вот тут бы Friendly Fire не получить от танк-дракона и уничтожить, естественно, красногвардейцев в здании было бы тоже неплохо. А ракетчиков в здание можно также посадить, почему бы и нет. Пускай здесь сидят в тылу у противника и, естественно, разведают и, опять же, не дают маневрировать. Здесь тем временем стычка, БМ выживает. Тут танк-дракон, но есть ЕЦМ-ка. Плюс Батлмастер и ракетчики в здании, которые расправляются с танком-драконом. Стена огня разжигается, и опять ЕЦМ-танк. Опять приходит на помощь Фаргу ЕЦМ-танк, который морозит дракон, и Гатлинг будет дракон добивать. Но в здании есть ракетчик, как я и ранее говорил, ну, будет хотя бы как разведка какая-то, да и маневрам будет мешать. Но опять же, разведка, если есть КЦ и есть радар, ну,
принципе, для Лифтрака, мне кажется, не так и важно участие, скажем так, мини-карты, да, то есть он и так вполне может играть. Это мастер все-таки в мире генералов, да еще и плюс в клане ОУЕ состоит, а там кто попало не находится. Разбивается бункер. Ракетчик уничтожен, но до вышек Фарго почему-то не идет, хотя можно было бы одну из вышек убить. И куча ЕЦМ танков, кстати говоря, 4 штуки. 4 ЕЦМ танка сейчас под вышки, 5 ЕЦМ танков идут, а в воздухе Хеликсы. Танк Дракон вновь поехал. Пробивается ремонтная мастерская. И она уничтожается полностью. Ранее ее Фарго себе захватил. ЕЦМки возвращаются обратно на базу. Вполне вероятно, эти ЕЦМ танки будут морозить наземные юниты, а Хеликсы будут их, естественно, добивать. Ну а здесь тем временем Лотос от Лифтрака идет на край карты, сюда прям в тыл к Фаргу. И вот этот интересный момент, сможет ли это Лотос как-то повлиять на ход этой игры. Гатлинг и ЕЦМ-ка дежурят под бункером, здесь под домиком. И вот те самые ресурсы. Ну вот потихоньку здесь Лифтрак катается на дальняк. На базе ресурсы кончаются довольно стремительно. И есть командный центр, но пока без апгрейда на радар. Лотос бежит все ближе и ближе. И близко, кстати, к саплаю, к военному заводу, к казарме. Можно поворовать деньги, а можно ведь и захватить военный завод, вывести драконы, что-нибудь да тут и сжечь. Тем временем Фаргу наступает на вышки. Одна из вышек начинает уничтожаться. И Бэтлмастер пошел. Можно, кстати, к саплтракам сюда подвести. И, естественно, уже Лифтрак не сможет добывать. Минус дозер. К вышке достаточно близко, еще немного ей тут осталось. А здесь тем временем Лотос все-таки будет военный завод брать. Сейчас Лифтрак, если сейчас Фаргу не отреагирует, то Лифтрак возьмет военник. И бог знает, что просто выйдет из этого военного завода. И военный завод под контролем Лифтрака. Ну, будем наблюдать, что же произойдет дальше. ЕЦМки морозят, гатлы. Хеликсы подлетели. Минус по итогу 3 гатлинга Фарго. Там на пути стационарная гатлинг-турель, и Хеликсы боятся туда дальше лететь. Плюс есть наземные несколько гатлингов. Но с помощью ЦМок можно попробовать подойти. Но вот этот гатлинг, естественно, уже не заморозишь. Военный завод пока стоит. Морозит с тем временем гатлинг и арт-удар. Арт-удар по юнитам, по зданию. Здесь ответный Лотос пошла вперед, я так полагаю. Тут бункер от Фарго. И слушайте, и танк-дракон. Танк-дракон вышел, но... Гатлинг и ракетчики, я так полагаю, уничтожают эти драконы. Но выходит второй, и Лотос подмораживает Гатлинг. И можно сжигать. Можно сжигать, надо бы и по пехоте, естественно, тут поработать. А тут Бэтлмастер не дает добывать Лифтраку. При этом при всем трак наступает здесь внизу. Появляется тем временем Ньюкеннон. Хеликсы летят вперед, и танк-дракон сжигает саплай. Еще один дракон из этого же военного завода подъехал к вышкам. Здесь бункер. Но вышки, по всей видимости, будут уничтожены. У Фаргу появляется ядерная ракета, а он нюк, напоминаю, ему бы филд бы и нюк Мигги. Но такое и складывается ощущение, что Фаргу сейчас просто уничтожат. Ну, вышки, ну, вышки практически сжег. Здесь даже сжег их Лифтрак, и Фаргу принимает решение сдаться. То есть... По факту, Лотос сейчас просто затащила игру. Кто знает, если бы не Лотос, что бы было бы дальше. На мой взгляд, Фаргу был здесь очень убедителен. Вся карта практически была под его контролем. Наземных юнитов у него хватало. Повышения у него были, и у него была ядерная ракета. Мне кажется, если бы не Лотос, Фаргу победил бы в этой игре. Но сложилось как сложилось. В целом вот такой получился поединок. И если вам понравилось, то пишите комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Подпишитесь также на группу ВКонтакте CNC Series и заходите на сайт Game Replays. А с вами был Алекс. Играйте в генералы.